Едем, давай заедем на бабки. Давай на Шелби, вот. Вот это заруба, народ! Вот это заруба! Страсти, сука, бушуют! Я никогда в жизни так не нервничал. В последнее время на дорогах Киева я встречаю очень много американских автомобилей. Я думал, что они не едут, они, может, чуть-чуть звучат, но все это бессмысленно, они не управляются, пока я не встретился с этим автомобилем лицом к лицу. И тогда я понял, что это реальное зло. Всем привет! Ну, рассказывай, собственно говоря. Я, как и Владислав, тоже очень много слышал, что американские машины, они как бы неэффективные и неинтересные в ходу. Чего-то мне так хотелось это мнение перевернуть, но я прекрасно знал, что в Шелби есть огромная сила и история, которой надо овладеть и попытаться превознести и общественности показать. Вот удалось купить этот мега редчайший экземпляр Shelby GT500KR. Что я могу сказать? История у этой машины очень большая. На данный момент этой марке 50 лет. Она взяла свое начало в 1968 году. Выпустился первый GT500KR с мотором 428 кубических дюймов. Это на наш пересчет 7 литров был. 333 лошадиные силы. И в то время это был просто космос. Народ просто офигел и разбирал их как горячие пирожки. Исторически эта машина очень легендарная тем, что выпустилось их 1000 штук. Это юбилейный Shelby GT500KR. Изначально под отдельным номером уже был заказан на завод Ford. И после того, как он частично был изготовлен, его забрали в Лас-Вегас. И там его, можно сказать, короновали. Больше всего интересно, сколько тут лошадей? В стоке было здесь 540 сил. Если быть точным, 428 колесных. Это же далеко не сток, да? Да, колесные силы, я его мерил для того, чтобы я знал, что на стоке он не будет. Потому как я выехал на ролл, и я понял, что там 11-12 секунд 100-200 это очень грустно и обидно для этой машины. Ну да. Кстати, вот мы с тобой на ролле, в принципе, и познакомились, и достаточно недавно мы заезжали, с моим ГТРом красным, и когда, мы с тобой ехали практически ровно, я просто офигел, у меня прям перевернулось восприятие этих машин. Думаю, какой-то Мустанг там, может компрессор, я не знаю, 5-литровый, сейчас я его по быреньку накажу, и норм. Ага, херас два, мы с тобой ехали, и ты, по сути, отставал от меня буквально только на переключениях, немножко отступал назад. То есть мы с тобой ехали, стартанули ровно примерно с 60 или там 70, да, по-моему, как-то так. Да. Потом раз ты чуть-чуть назад, и опять мы ровно едем, раз чуть назад, и опять мы ровно едем. Это все за счет того, что ты... По-светлому надо попробовать еще разок. Да, за счет того, что здесь ручная коробка переключения, и как бы ты терял только на переключение. Вот. И, сколько лошадей еще раз? В прошлом году здесь было 730-740 лошадиных сил, было сейчас? 613 колесных сил. Сейчас здесь 704 колесные силы, это 830 лошадиных сил и 1050 моментов. Давай посмотрим на это, как это вообще выглядит. Можешь открыть капот? Опа! Твою ж мать! Да ну нахер. Сколько объем компрессора? Объем компрессора такой же, как и современных экобустов. 2,3 литра. 2,3 литра, только объем компрессора? Да. Сука, у них двигатели 2,3 литра, у тебя только компрессор 2,3 литра. Да, что я могу сказать по поводу этого мотора и, в принципе, всего тюнинга в целом. Здесь абсолютно заводской тюнинг. Здесь ничего не сделалось в гараже, где-то в каком-то заводе отдельно и прикрутилось все. Здесь все куплено и прикручено. Вот я хотел сделать Super Snake 850 сил. Для этого мне нужно было всего-навсего найти оригинальный блоувер. Это компрессор, который ставился на Super Snake, 2,3 литра, и немножечко поиграться шкивами,
поставить коллектора Кукс, которую я тоже заказал в Америке. Долго, кстати, запчасти с Америки приходят? Нет, все заказывалось топ-спид, Андрея Кравченко, максимум 2-3 недели это с самолетом, и оно было уже у меня дома. А по стоимости как? Это Знаю, все что адекватных денег стоит вообще. на Америку все да. так адекватно. Все копейки стоит сравнительно за ту мощность, которую ты получаешь, это копейки. Здесь Есть доработано охлаждение, здесь двойными вентиляторами стоят, здесь насос увеличенный стоит циркуляции, коллектора Кукс, увеличенный дроссель, это родное, Ford Racing стоит, да, здесь стоит шкив 2,5 дюйма, вот натяжной ролик, который прижим улучшает, ну, в принципе, и прошивка, вот больше ничего. Шили настраивали здесь? Да, топ-левел настраивал, да, и там же мерили мощность на Мустанге. Как по стабильности после настройки? Нужно было что-то настраивать? Нет, мы, можно сказать, там за 30 минут, Залили уже 30-40 готовую минут, да, все получилось, вывели, конфигурацию, да, смесь, и она сразу показала то, что нам нужно. Класс. При такой мощности, да? Это же задний привод. Как вообще можно ездить на этой машине? Вечно на них кто-то куда-то Я- летает. Хоть я и помню, хочу, что ты... я хочу опять же вернуться к истории. Почему он КР? Потому что в нем все собрали самое лучшее. Самую лучшую подвеску. Здесь амортизаторы Takiko, Ford Racing стоят заниженные пружины, более жесткие. Здесь усиленные стабилизаторы. Здесь контроль армы стоят другие. Здесь пара 3.73. Здесь в мосту стоит блокировка не такая, как в обычном Shelby. Изначально полностью 5,4 литра на ковке с завода. То есть для него 850 сил это просто семечки. То есть в стоке он держит 900, 930, 950 сил, даже до 1000, если с метанолом, без детонации он будет держать без вопросов. То есть это стоковый мотор. Все кованый шатун, поршень, коленвал. Класс. И самое главное это чугунный блок. Чугунный блок. Это наковальня в носу, она держит 1500 сил с завода. Этот блок. То есть потенциал тут вообще огромный. Да, это для него просто заводская мощность. Потому как можно было прийти и заказать: хочу Super Snake, хочу GT1000, пожалуйста. Все делается Готовые без вопросов, киты, да, купил, с поставил, получил гарантией от мощность. завода, да, Класс. здесь никаких выдумок нету. А будет ли держать, а будет ли не держать, здесь все железно держит. И я уверенно покупал эту машину, зная, что в ней будет. Это не какие-то гадалки, это именно был упор на 800+. Я понял, ты про надежность имел в виду, а я имею в виду вот зацеп. То есть вот 800 лошадей, сколько момента? 1050? 1050 моментов. Ты нажимаешь в пол, практически на любой скорости, да, тебя, скорее всего, сразу начинает выставлять боком. Ну, конечно. Как вообще этой машиной совладать? Для того, чтобы этой машиной полностью довольствоваться, полностью от души ей управлять по полной, для этого надо какую-то практику пройти на М3, на М5, на C63, на Вайпере, потому что Вайпер по сравнению с этим, это, можно сказать, городская нормальная машина. Вайпер просто, он оторванный, он обезбашенный, и у меня была практика на нем, и когда я сел на этой машине, я понял, что это просто для меня очень просто. Да? После Вайпера. А да. с корветами ты имел дело? Нет, с корветами еще нет. C6 мне интересен, Z06. Это было тоже бы интересно сравнение вообще вот таких всех. Да, с основных корветом машин. мы катались, Z06, лингенфильтр, 620-630 сил атмосферных. На 730 силах он ехал более-менее ровненько, держался с этой машиной. Я Но понял. мне интересно было ехать 6,0, 6,2, 6,3 секунды. 100-200. 100-200, да. Вот как бы эта машина, рекорд у нее 6,0. Да, на механике TR6060, которая держит 1100 колесных сил. На современном Gen 5 Вайпере Twin Turbo 1100 сил стоит TR6060. И все прекрасно работает. Все держит прекрасно, Класс. и даже нет намеков на каких-то срывы, еще что-то. Ну, на механике, конечно, очень... про городскую резину вообще надо забыть. Что у тебя сейчас за резина стоит? Ну, сейчас резина стоит Давай, модная. глянем. Давай спереда начнем. Скажем так, это идеология всего американского автопрома. Так как я вижу, так должен выглядеть American Muscle. То есть это впереди 5,5 дюйма 18 диски. Как называется резина это? Это резина Микки Томпсоны, Рейстары, очень легендарные, любимые колеса в Америке. Сзади 15 диски, 10 дюймов, батоны 325-50-15, Микки Томпсоны Street Air.
это чисто такая драговая тема, но она используется в Америке повседневно. Просто это очень красиво, это как законченная картинка, и мало кто видел в Украине такого. Ну это ж только лето и только тепло, никакого дождя, чуть-чуть мокрая дорога, все, остановился, пошел, сел в метро, поехал домой, правильно? Это спортивные колеса, я их купил для того, чтобы как-то хоть выложить 0-100. Ну, на обычной резине и третья, и четвертая в буксе. За городскую резину, те, которые катаются повседневно, можно забыть давным-давно. Но эта машина, она изначально планировалась как выходного дня, и для того, чтобы сердце дрожало, и кровь закипала в ней. Вот для этого она и нужна. Чтобы немножко кровь подзакипела, давай заведешь, может, ее послушаем. Давайте. Но они всегда славились таким, знаешь, мощным, басовитым, низким звуком, в отличие там от тех же японцев или там каких-то современных машин с меньшим объемом, но большой турбой. Я хочу вам всем показать немножко истории и насколько этот автомобиль ценный для меня и для всего автомобилестроения. Сейчас заглушу его и кое-что вам покажу. Так как это юбилейная версия, выпущена на 40-летие именно Shelby GT500KR, в 2008 году исполнилось 40 лет, как появилась эта марка. В этом году уже было 50. Вот эта вся история вам сейчас полностью продемонстрирует, насколько это ценная вещь. У этого автомобиля есть свой порядковый номер 08, 8 год, KR 529 из 1000. Вот здесь два человека, которые изготовили этот мотор, вот этот мой мотор, вот эти два человека, и они же расписались на этой фотокарточке, и эта же роспись идентична на моторе. То есть это невероятная история, которую нужно беречь. А это паспорт, который выдан был Shelby GT500KR, когда он сошел с конвейера в Лас-Вегасе, с доработками, теми, которые его делают именно королем. Здесь очень много изменений от простого Shelby на $35 тысяч. И опять же, ВИН-код. Этот же ВИН-код имеет эта машина. И этот же порядковый номер тоже. То есть без этой истории, можно сказать, эта машина потеряется. Давай я сейчас заведу. Немножечко хочу, чтобы ты услышал вой компрессора. Ну и да, это как раз та идеология, которая, в принципе, современные турбы никогда в жизни не передадут. О! Вот он! Легендарный вой. Да, это оно. Вот такая вот техника. I know who you fucking with. It's me, myself, and I've been moving all about myself and getting to the top. You can't stop us, already on this way, so step out to the side. I've been grinding since a little kid, so I would never lie. I'm a motherfucking monster now that you just can't control. Ребят, мы приехали на сходку Icon Car. Они организовывают закрытие сезона сегодня. Но погода такая, что, мне кажется, закрывать его еще рано. Надо его открыть ненадолго. Да, мы его ненадолго откроем обратно. Сделаем вам небольшое интересное шоу. What's your type? Don't you love the hype? See you rolling up the bag, see you wanna buy it. Tell me what's your type? Don't you love the hype? See you rolling up the bag, see you wanna buy it. Houses on the beach, say I got clips that you can reach. Yo, asking me to teach, I say they asking me to preach. Расскажи, что Да, ты задумал? что изменилось? Мы поставили оригинальные каэровские именные колеса, ну и резину, которая, в принципе, может дать немало эффектного дыма на этом короле. Ну вот, стоковые колеса, стоковая резина, 800 сил. Посмотрим, как она горит. Попалим немного резины. Вы же хотели жогово? Будет вам жогово. Да. Погнали. Solid in that trap,
что, устроили мы немного движа здесь, да? Встряхнули народ? Лёш, что скажешь? Я думаю, что любой американский любитель, ну, без такого не может. Для этого этот автомобиль создан. Если все здесь машины стоят и думают, надо, не надо, то здесь это обязательно нужно, потому что эта машина рождена для этого. Расскажи, а что мы сейчас делаем? Ну, мы снимаем то, что... А вот мы, это что да, такое? то, Это твое? Да, это ставим на передок, это ставим на задок. 305-50. Мы ставим для того, чтобы сегодня вечером зарубиться с ГТРом. Да, сейчас ставим драговые колеса, я не знаю, как они себя поведут. Ну, то, что зацеп будет, я надеюсь, но то, что 100-200, я не знаю, я на них не мерял. Ну, одним словом, будет интересно и мне, и всем остальным. Проверим это дело, ребятки. Вот мы с Лехой на трассе. Давай заедем сначала, да, с ГТРом? Да, мы Раз уж ты говоришь, что ты попытаемся готов. зацепиться. Сейчас уже плюс 13-14. Через 2 часа будет уже плюс 7. Ну, одним словом, не лучшие времена для заднеприводного монстра. Но мы не выбираем слабых соперников. Поэтому- Сильные становятся только, когда гоняются с сильными. Да, поэтому мы приехали чуть пораньше, пока есть еще зацеп. Вот у нас есть промежутки, окна с пустой дорогой. Мы дадим где-то 60 до 250, да, примерно? Ну, первый заезд, наверное, чтобы прогрелась резина с 3, а потом, когда прогреется, со 2. То есть 90. Да, с 90 с 3, а потом с 70 можно со 2. Все, тогда так и делаем. После этого посмотрим, как бы произойдет заезд. Если меня это впечатлит, прокатишь, я посмотрю, каково это внутри. Вот, и тогда уже, Да, может, если всё в померяем на порядке, драге. да, попробуем померяться, Да. потому что он сильно буксует, машина. Ну сколько ты ожидаешь 100-200? Ну, в мое время лучше 6.0 на нормальном зацепе. Ну, что Напомню. сейчас, я не знаю. Напомню, что ГТР едет в районе 6.1 100-200. Но 6.0 это было при плюс 9. При плюс 9 это было, ну, холодно достаточно. Для компрессора это хорошо. Так что попробуем. Но сейчас даже чуть-чуть потеплее, в принципе, как бы есть и зацеп, и температура достаточная для компрессора. Ну что, осталось только проверить. Погнали! Так, готовы. Раз, два, три! Давай еще раз! Давай, он говорит, давай еще раз. Давай, машину. Раз, два, три! Берем корпус. $280. 3 корпуса. Все. Значит, что у нас показал заезд? Сначала Шелби держался достаточно ровно. Ну и, как я говорил ранее, на передачах он теряет. И где-то до 280 мы уже везли ему 3 корпуса. Но я все равно считаю, что это очень достойно. Для Shelby 800 лошадей, задний привод, компрессорный мотор против GTR 700 сил Stage 2, это более чем достойно. И по моим ощущениям он должен даже объезжать RS6 на 750-760 лошадей. А это, я вам скажу, результат классный. Сейчас возвращаемся на нашу точку. И я прокачусь в Shelby. Посмотрим, как это изнутри выглядит. 800 лошадей на компрессоре. Потом, думаю, замерим на драге. Я думаю, там где-то 6.5, наверное, покажет 100-200. А чтобы вы понимали, 100-200 6.5 это 9.11 Turbo S сток. Ну, МК1, МК2, в принципе, 6.2, 6.3 едет. 100-200. Вот так вот, ребята, вот так вот американцы делают. Учитывайте, что содержание этой машины, обслуживание этой машины и запчасти на эту машину стоят намного дешевле, чем на немцев, итальянцев и даже ГТР. Так, поедем с Лехой, прокатимся. Шелби. О, чувствую букс. Сука, нормально тянет, нормально. О!
этих колесах тормозить проблемно. Да, да, начинаешь. Чтобы не пролететь, короче. Да, начинаешь очень Вот нервничать. как-то так. Ну, тянет хорошо. Очень хорошо тянет. Да, Конечно. вот мы успели 4 передачи почти выкрутить. Народ, выкатали сегодня литров, наверное, 80 бензина, да, суммарно? Да. На 2 машины. Все ради вас. Сожгли и попалили резины. Но надо, чтобы вы знали, какие проекты вообще существуют в Украине. Какие машины есть. То есть в теории сегодня, я так думаю, машина едет 6,5 лучше. Вот, то же самое, что я говорил Да. в GTR. Потому Мерить, что- в принципе, мы там не будем, потому что у нас уже заканчивается топливо. По тому, как мы ехали с GTR 100-200, было видно. GTR едет примерно там 6,1, там с пассажиром 6,3. Как-то так, ГТР сила, ничего не сделаешь. Ну, спасибо за признание. Да, да. Вот. Но Shelby тоже, конечно, это история. Это очень интересный проект, очень интересная машина. Даже не особо хочется выходить. Хоть и простенький здесь салон, но тачка с душой. Вот это именно из тех машин, которые действительно с душой. Это не та там какая-то Ferrari 458 Italia или, я не знаю, там какой-то другой итальянский суперкар, который, ну, Напомню, этот потенциал у машины неимоверный. Здесь немножечко вложить, там 5-7 тысяч долларов, выпил 3,4 или 4 литра и 1000 колесных. Все держит, просто моторчик усилить. Вкладыши колено выдержит, нужно поршня и нужно этот. то есть сам блок здесь, ну, Да. кстати, Даня, по-моему, говорил, что блок держит до 900 лошадей, по-моему, да? Нет, этот держит 1400. Это 1400 это чугунный держит. блок. А, чугунный. Да, Ну, у него видите, алюминиевый уже. У него алюминиевый с гильзами, а здесь Да, чистый а здесь чугун. чугунин, да, Да, чугун. так что Да. такие дела. Я всегда мечтал, да, снять именно на эту машину хороший обзор, чтобы он в истории остался у меня или у кого-то другого владельца. Главное, чтобы общественность видела, что такие есть машины с такой большой историей, с таким потенциалом, с такой харизмой, которая, ну, мало кому подвластна. Ну вот, я думаю, что какие-то мифы про эти машины мы сегодня развенчали. Да, да. Народ, в общем, мы с Лехой тогда заезжали, что-то Король не ехал нифига, да, 3 раза мы Король проехали. ехал, но очень лениво, такой, как старый дряхлый король. А мне надо, чтобы он ехал бодрый, такой, как перец хороший. Короче говоря, Лехе это не понравилось, и он решил взять реванш. Позвонил мне, говорит, давай еще раз заедем, хотя мы заезжали уже там, не знаю, раза 3. Я говорю, блин, задолбало, давай на интерес уже заедем, давай заедем на бабки. Короче, мы решили так, значит, берем, кладем на капот по $100 долларов, да, давай, свои. Пацан говорит, едем, дай мне 100 литров, я приеду. Я говорю, ни хера, говорю, кладем по сотке, 1000 Давай, гривен вот на бенз. кладем, давай, кладем на капот, вот, давай на Шелби, вот. Мне нравится, Положили что он на бабло, Shelby. пускай. Положили, вот. Да. Значит, условия следующие. Выезжаем со светофора. Рефери. У нас в рефере выступает Даня. Да, 1000 сил. Да. Мы ему доверяем. Всем спасибо. Да. Он далеко с ними не уедет, у него маломощная машина. Короче говоря, мы выезжаем со светофора, набираем 90, я еду в левом ряду, мы выравниваемся, да, то есть едем не под газом, едем несколько секунд ровно 90. Да, выстраиваемся. Да, выстраиваемся, там подбираем обороты, кому сколько какие нужны, какая передача. Раз, два, Делаем 3, да. замер на 3, да, то есть ты Да, будешь махать, да. замер на 3, На третий стартуем кивок, с да. 90 до 250-260 и заезжаем 2 раза или 3, 3 раза до чтобы 2 побед. было 2 победы. Что считается победой? Победа считается, значит, на 250-260 машина должна быть на метр впереди. Да, как минимум. Кто да. на метр впереди на этой скорости, тот, соответственно, и будет победитель. Победитель. Так, да. секундочку. А если 2 раза ничья, значит деньги остаются в банке, да? Какой Если хитрый 2 раза рефери. ничья, то есть 3-й заезд. Нет, хорошо, Единственный. 3 заезда ничьи, деньги в банке. 3 заезда ничьи, Деньги да, в банке. да, гуляем тогда на них. Гуляем на все. Короче говоря, вот так вот. Ну, я думаю, это будет интереснее, чем, блин, просто так ездить. Да, это как И- в первом форсаже И было, мало да. того, еще проигравший еще штуку гривен накидывает на бенз. На бенз, да, по Победителю. косарику скинулись. Ну так, чтобы интрига была какая-то. Все, погнали. Что-то он какой-то громкий стал.
Блин, хитрый жук он все-таки, хитрый жук. Что-то там подкрутил, я уверен просто в этом. Давай, ты слева. Сейчас, подожди. Так, готов? Раз, два, три. Тащи, сейчас вытяну тебя нахуй! Вытяну тебя, блядь, первый заезд, блядь! Охуеть, вынес его! Раз, два, три. Он раньше стартанул. Так, ну на второй заезд он поехал раньше, потому что мы по отмашке едем, и мне через камеру плохо видно. Мы сейчас попробуем заехать, я дам отмашку, и я буду справа. Таким образом, мне не будет мешать обзор, потому что мы, я напомню, едем каждый с пассажиром. Я еду, Дима справа, у него тоже человек справа. И, соответственно, мне через камеру плохо видно. Сейчас мы поменяемся местами, я буду здесь видеть его, и я буду давать отмашку. Но, блин, едет он как-то очень люто. Ну, интересная заруба, блин. Все совсем не так очевидно, как я думал. Да он опять раньше поехал. Ребят, мы пробовали ехать и по отмашке, и по сигналу. В общем, это сложно. Короче говоря, Даня предложил вариант. Он на Мустанге едет впереди и делает 3 стопа. Мы видим 3-й стоп и по нему едем. Как бы будет светофор такой для нас. Вот такая новая тема. Вот это заруба, народ! Прям страсти, сука, бушуют! Не, тихо. Сейчас скажешь, что он передачу завтыкал включить. Третья полностью пробуксовалась и не вопрос. Еще раз. А пятая, еще раз. А пятая передача вытянула. А мы на 250. Я тебе говорю, он пробуксовал, там да вообще. Давай едем еще раз, давай. Давай быстрее. Смотри на места. Едем. Сейчас вытащу, сейчас! 250, есть! Нихера, Геттер не сдается! Сука, у меня эмоции, сердце зашкаливает. Вот это заруба. Сколько себя помню на гонках, никогда в жизни так не нервничал. Но не из-за бабки, а из-за короля хочется выступить нормально. Вот и все. С молодежью, с такими тачками. Вот за это хочется пашить. Пацаны, извините за эмоции. Сердечко подпихивает. Лех, давай подведем итоги заезда. Давай. Ну, реально, король быстрее едет, тут спору нету. Все. Я выиграл. Я думаю, да, потому что у нас метр был, там по видео посмотрим. Король, Как мы заезжали там. Да, я перебью, потому что я сейчас выпалю эмоции и все. Король, когда чуть-чуть продувается, он чуть-чуть натягивает плотнее. Когда немножечко, соответственно, плотнее едем к заездам, конечно, компрессор немножко греет температурку, но один фиг, он очень стабильно показал себя, я доволен. Хочу пояснить по поводу тех заездов, где КР выезжает вперед. Ехали на 3-й передаче с низких оборотов. А после этого последние разы ехали уже со 2-й передачи, уже с высоких оборотов. Соответственно, рывок вот этот нивелировался. То есть вот то, что ты говорил, там несколько корпусов, согласись, никаких Да. несколько корпусов там нет. То есть вот этот метр, который нужен был примерно, вот он... А почему КР не ехал в тот раз? Это оригинальные коллектора Кукс, они полностью забиты, завернуты были, и он еще как-то висел. Я же говорил, что там он там подхимичил.
Да. Надо было, если бы я это знал, можно было бы еще присадочки подлить. Приз победитель. Приз победителю! Иди сюда. Он больше всего переживал за короля. Приз победителя. Да, один мне, а вторая где? Какая вторая? А второй нету. Всё, поздравляю. Все по-честному, да. Так, пацаны, кто следующий заезд со мной? Еще на бензик на карту. Ставка 300. Надо же отбиться! Кто со мной? Ну что, ну, с тобой можно ехать 100-250 сейчас. Не факт. А- Не. Что, уйдешь? Давайте, новая заруба. Мы еще Не, ну в успеем. любом случае я рад за американскую школу все-таки. Я боролся, ты знаешь как, я душой болею за Ехать на это. механике в холодную погоду, это, конечно, Да, много да, стоит. да, да. Тем более, да. На старой механике, но зато он переживет все на свете, я уверен. Давайте, пацаны. Спасибо большое тебе. Я Подожди, очень счастлив. Мы еще не прощаемся, мы сейчас замерим. Да, мы будем меряться еще. Садись, будем меряться. Так, свет тут можно какой-то? Да нет, здесь давай я тебе А вообще нет света никакого? Да здесь будет классный свет. Так, мы сейчас установили драги. Вот, там такая нычка есть для него. Он там отлично, крепко держится. Настроили его, все спутники пойманы, скорость показывает, все работает. Сейчас будем делать замер. Можем сделать несколько замеров, да? Да, мы продуемся несколько. Чтобы было однозначно. понятно. Хорош. 6.25. 6,2, да? Да, 6.25. Но по ощущениям, да, хорошо, бодро тянет, реально, да. Не, Но очень. у Дани всё- страшнее. Ну понятно, у Дани У Дани там просто после 200 какой-то трэш происходит. Пробуем. Есть. Шесть 18. Только что Леха прокатил меня на Шелби. Это, конечно, полный пипец, честно говоря, я офигел. Динамика, вот именно набор, вот этот толчок с 90, да, где-то до 200 вообще, ну, как в GTR, реально. Вот очень близко по ощущениям с Геттером. Может быть, даже немного страшнее, потому что ты все-таки набираешь на заднем приводе, вот эти толчки переключения сумасшедшие. Сделали замеры на драге, получилось лучшее 6.12, примерно там где-то 0.3 вниз. И 6.17, 0.3 вверх. То есть где-то 6.14, средняя, наверное, 6.13, Да, 6.14. 6.21 было. Ну, 6.25. 6.25, 6.21 и потом, да. Ну, 4 раза одно и то же. Значит, смотрите, это с двумя пассажирами, то есть со мной и с малым, общим весом примерно 100 килограмм. Да. То есть я думаю, что если 100 килограмм отнять, там 6.0, может быть 5.95. Можно может выдавить, быть. да. Вот, так что вот как-то так. Спасибо еще раз и за заезды. 800 победой. плюс, да, плюс умение переключаться превращает эту машину... Народ, да, 6.12, 100-200 на ручке. Да, Shelby. На американской На ручке. американце. Вот. Так-то. А вы говорите, американцы не едут. Ну-ну. Американцы валят. Просто надо подход немножко и немножко поднатаскаться. И все будет хорошо. Покупайте Америку, покупайте И срезайте GTR. каты. Ищите свою тачку. Я знаю, что GTR хорош, но он не для меня, потому что я люблю бочком где-то прогреться в дыму. Эта машина Ну может. ты бы не смотрелся в ГТРе. Ты Да. как раз вот оно твое. Да. Это наше, да. Король Всё, валит. Спасибо большое. Всем спасибо. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, комменты, обязательно пишите комменты. Мы все читаем, смотрим, нам интересно, что вы думаете. Там, мы с каждым выпуском стараемся расти. Вот когда-то еще были у тебя такие плотнее зарубы, вот Никогда. именно морально? Вот сегодня вот настолько ты получил это было удовольствие? эмоционально мощно, прям настоящая заруба. Я, наверное, только в детстве так Я вот прошу, реально... да, прощения перед всеми на камеру. Но не эмоции, У меня эмоции, просто, я через эмоционально кайф. очень сильно, я выплескиваю. Но это не со зла, это не какие там моменты там злые у меня. Просто я выплеснул, и мне хорошо. Все. Все, сегодня Да. ты можешь отмечать, открыть там, не знаю, бутылочку своего Не, там я какого-то малому коньяка куплю, он хорошего. переживал за него, да. Спасибо большое. Все, давайте, Всё. ну, всё, Удачи, пока. пока.